ну так ниже. Ну, как не кажется. ну так ниже. Вот сейчас вы слышали, ну я стал снимать, потому что явно, что это банда сталкеров проходила. Там один крикнул, это знак свыше, там что-то. Дело в том, что они всегда, ну не всегда, конечно, но у многих используют религиозную тематику для того, чтобы сводить с ума. Особенно хорошо для этого подходит христианство, потому что там все завязано на нечистой силе, на всяких бесах, экзорцизме там и тому прочем. Вот. Также у меня есть, ну, один близкий друг из жертв, которого и так довели до психушки. А также множество жертв пишут тоже, что с ними используют вот эти программы христианские. Там еще одна писала, что да, заставляют молиться там, то есть и спрашивают, почему, например, там ты в храм не пойдешь. То есть они хотят унизить человека и сделать его инвалидом, то есть всячески его поносить. И чтобы таким образом, насколько я понимаю, он там обратился в религию. Вот. Но чем это не фашизм? Чем христианство лучше фашизма в таком случае? Но надо думать, что это как бы не настоящие христиане, либо какие-то отмороженные вообще христиане. Вот. То есть, ну, к самому христианству я не имею никаких таких сильных претензий, но вот просто моя программа, можно сказать, она вся состоит из этой вот религии. Ну и из-за их вот этих действий у меня уже отвращение какое-то выработалось, можно сказать, ко всему христианству. Так что простите меня, пожалуйста, христиане. Просто я слишком много слышу вот этого религиозного бреда всякого. Хотел еще сказать, что я вот экспериментирую с проветриванием, да, чтобы чувствовать себя получше, чтобы как-то отдышаться, постоянно сидя дома. И вот какое-то время я переставал проветривать. В комнате скапливался такой запах перцовый прям, то есть, ну, каким-то чесноком. То есть, ну, насколько я знаю, мышьяк обладает вот таким вот характерным запахом чесночным. И в то же самое время вот это все, ну, то есть явно начались проблемы с легкими, то есть огромное количество слизи скапливалось в легких, то есть скапливалось в пазухах носа, и так что я с трудом вообще мог это все отхаркнуть, там, выплюнуть, вот, и можно сказать, что это все то, чем мы дышим, оно влияет полностью на нас, то есть даже тот воздух, которым мы дышим, проникает по всяким каналам в мозг, вот. Так что через всякие пазухи носа, ну, насколько вы знаете, то есть есть там лобные пазухи, гайморовые, то есть их очень много, вот. То есть идет даже в глаза это все. И получилось так, что под вот этой вот обработкой, то есть как будто на самом деле чувствуешь в тебе, как будто засел вот этот тяжелый металл. И он под воздействием начинает прямо такие, ну, в тебе вибрировать там и как-то шевелиться. Ну, я это понял, стал, в общем, активно проветривать и более-менее, ну, стал приходить в себя. Но также, конечно, нужно выбираться чаще на улицу и дышать свежим воздухом. Но они же, конечно, хотят этому всячески воспрепятствовать. Поэтому и, выходя на улицу, устраивают всякие сценки, чтобы ты боялся там их, что начинаете стрелять по ногам, чтобы ты не мог ходить. В общем, они придерживаются того, что мы должны загнивать в своих комнатах, в своих квартирах. Находиться на самом деле в настоящей тюрьме. Но вот сейчас даже, если говорить о самочувствии, выбравшись и вот так вот прогулявшись, я чувствую вот как прям отлипает что-то, ну, с этих носовых пазух, там, с ушей, ведь нос... Вот сейчас отхаркиваю слизь.
Ведь нос связан, получается, с ушными каналами. И можно сказать, если мы надышимся вот этой дрянью, то как раз таки они на уши, и то есть оно все попадет во внутреннее ухо и будет потом вот таким образом тоже на нас влиять. Возможно, там многие жертвы пишут, что шумит в ушах, там всякие вибрации там, и тому подобное. Все это во многом связано с дыханием. Так что смотрите, чем вы дышите, и старайтесь почаще выходить и дышать там, где, не будет никаких посторонних запахов, там, где не будет их, с их машинами, с которых они часто и подают там всякие газы. То есть я вот сидел порядочно дома сейчас, поэтому мне и, непривычно вообще и говорить, и дышать вот так. Но могу сказать, что вот сейчас улучшение явно наступает. Вот видите, рядом тут у меня на районе повсюду идет бесконечная стройка. То есть, когда это у меня все началось в полной мере, вот здесь тоже строится. Когда у меня началось в полной мере, то это началось как раз таки с масштабных строек, капремонтов и прочего. И сейчас они активно это продолжают. Даже когда капремонт закончился, соседи начинают там что-то ремонтировать, постоянно устанавливать там всякие себе системы эти воздухоснабжения, начинают, в общем, сверлить, все как у всех. Еще хотел сказать про шумовые атаки и радиосигналы. Они используют этот прием вообще повсеместно. Когда сидишь постоянно с открытым окном, то везде постоянно гудки машин. Выходишь, например, на балкон отдохнуть, постоянно приезжают какие-то машины и начинают включать аварийку, тоже, чтобы привлечь твое внимание. То есть таким образом они не дают расслабиться, не дают отдохнуть. Но все это не касается обычного человека и вообще того, кто не под обработкой, да. А к людям же применяют и различные вещества, которые вызывают как угнетение нервной системы, так и ее, наоборот, расшатывание и возбуждение. Вот. И они комбинируют это все. То расслабляет тебя, то наоборот будоражит. Вот так вот. То огонь, то холод. Используют эту тактику и стратегию, которую и раньше использовали. Я вот хочу сказать, что сейчас иду, и получается в ногах я чувствую то слабость, то боль, и это все зависит от места вообще. Я стараюсь постоянно перемещаться, и от места к месту мне вообще становится невозможно идти. Вот. Думаю, что это все связано все-таки с оседанием этих тяжелых металлов в ногах, которыми они обстреливают, и рядом подачи вот этих вот радиосигналов, от которых, можно сказать, что они включаются и начинают там работать, сковывать ноги. Но также многие пишут, что это может быть просто обстрел химией по ногам. То есть, нервное окончание тоже влияет, и вполне возможно, что это просто вот такая вот обработка газом, только уже в жидком состоянии. Многое завязано в этой системе на нервной системе, на психологии, и поэтому они, конечно, стараются бить в эти места.